Алексей Маслов. Алексей Александрович, здравствуйте, прошу вас. Да, здравствуйте. Итак, мы продолжаем нашу тему, посвященную тому, каким образом западные державы в прямом смысле раздирали Китай. И в прошлый раз мы с вами говорили о так называемой Первой опиумной войне. То есть, о событиях, которые начались формально в 1839-40-х годах и привели в конце концов к полной утрате Китаем его независимости. Главным виновником была Великобритания. Точнее, даже не сама Великобритания, а торговля опиумом, которую развернула Британия с Китаем. И тем самым сначала в прямом смысле заразила людей в Китае наркоманией, а потом все это привело к тому, что Китай стал постепенно утрачивать свою независимость. И это привело к чудовищным последствиям, которые мы видим до сих пор. Это была не частичная какая-то акция. Это было, по сути дела, продвижение западных интересов в Азию. И Китай был всего лишь одной остановкой, пускай и очень важной, на пути этой агрессии западных держав в Азию. И сегодня мы поговорим о тех событиях, которые разворачивались на территории Китая. В прошлый раз мы говорили о том, как сэр Эллиот, британский посланник, вел переговоры с Китаем о том, чтобы все-таки разрешить торговлю опиумом на территории Китая. Китай запрещал, были частичные столкновения, но до войны пока дело не доходило. И вот Великобритания после долгого обсуждения в парламенте и даже с одобрения королевы Виктории решает все же начинать военные действия против Китая. Но самый главный вопрос. Великобритания находится очень далеко. Откуда могут взяться британские корабли у берегов Китая? И способ такой посылки кораблей был найден в 1840 году, в июне. Из Сингапура в Китай отправляется большой экспедиционный отряд под командованием коммодора Гордона Бремера, очень опытного морского офицера, который принимал участие еще в наполеонских войнах. В состав этого корабля входили и канонерские лодки, 15 кораблей и много других вспомогательных лодок. Британцы начинают без предупреждения атаки на различные южные острова, которые располагались вокруг современного Гонконга, в том числе и небольшого островка Джоушань. Они быстро захватывают плацдармы, где фрахтовались китайские корабли, например, Динхай, и военно-морские силы Китая, которые просто состояли из большого количества небольших китайских джонок, конечно, такой атаки не смогли выдержать. В конце концов, британцы начинают также без предупреждения бомбардировку порта Динхай. Все это заканчивается очень быстро. Довольно быстро китайцы проигрывают, и тем временем военно-морские силы Великобритании подводят новые корабли к китайским берегам. И самый главный корабль, который участвовал в этих сражениях, который потом стал называться «Корабль-дьявол» в различных китайских источниках, это был британский корабль «Немезис». И это был один из первых в мире железных военных кораблей с паровым двигателем. И вот эта Немезида начинает атаковать несколько портов, прежде всего порт Макао, недалеко от Гонконга, и Динхай. Китайцы не смогли нормально организовать никакой защиты. Британские войска при поддержке королевской артиллерии высадились вблизи китайских батарей на острове Чуэнпи, также на юге Китая, практически быстро их захватили. Немезис обстреляла оборонительные сооружения Китая. Китайцы попытались поджечь железный корабль. Естественно, у них это не удалось. Все китайские джонки погибли в таком первом сражении. В конце концов, китайцам пришлось подписать первое соглашение, чтобы прекратить хоть каким-то образом военные действия. Соглашение это было названо Конвенцией. Она была подписана в январе 1841 года. В рамках этой конвенции было договорено, что Британия получит Гонконг, собственно говоря, как он, собственно, и стал британским, компенсацию в 6 миллионов серебряных долларов за тот опиум, который был уничтожен китайцами. Ну и торговля британцами будет возобновлена без всяких ограничений.
При этом британцы потребовали, чтобы исключили любые запреты на торговлю опиумом. Более того, запрещено даже казнить контрабандистов опиумом. То есть британцы решили целиком переподчинить себе юг Китая. Как ни странно, ни британскую сторону, ни китайскую сторону этот договор не устроил. Китайский император не ратифицировал договор, поскольку он подписывался местным эмиссаром Циншанем. Циншаня приказано было отозвать обратно в Пекин. Он должен был предстать перед судом. И поскольку, как его обвиняли в том, что он предоставил варварам Гонконг в качестве места обитания. Циншань был признан виновным, приговорен к смертной казни, однако приговор не был приведен в исполнение, а вместо этого он был заключен на долгое время в тюрьму. Британская сторона тоже была недовольна. Чарльз Эллиот, который, собственно, и представлял британские силы, с другой стороны, начал получать различные обвинения с британской стороны, что, оказывается, этот договор слишком мал для Британии. Пальмерстон, премьер-министр Великобритании, написал ему большое письмо с выговором, где обвинял, что конвенция не обеспечивает безопасность британской торговли опиумом. И даже отмечал, что Гонконг – бесплодный остров, на котором нет ни одного дома, а поэтому он и не нужен Великобритании. Надо двигаться дальше. Даже королева Виктория была недовольна Эллиотом. И в своем письме она отмечала, что Эллиот полностью ослушался своих инструкций и пытался получить самые низкие условия, которые только мог. В общем, всем все не понравилось. При этом китайцы воспользовались перемирием для того, чтобы собрать новый флот и новые войска и контратаковать. И они начали эту атаку. И все же это было все неудачно. Британская военная машина была значительно сильнее китайской. Китайцы жили, по сути дела, даже не в 19-м, а в 18 веке, в 17 веке. Ни китайские лодки, ни китайское вооружение не соответствовало тому уровню, который был в Великобритании. Оказалось, что огромная китайская торговля, развитие производственных сил, производственных отношений не помогают в войне. Нужна была именно хорошая военная подготовка. В общем, после китайской атаки на британцев Британия потеряла всего лишь 5 человек ранеными. В то время как китайские войска вновь получили удар, и оказалось, что в целом китайцы сопротивляться не могут. В ночь на 21 мая 1841 года скрытые китайские артиллерийские батареи вновь открыли огонь по британским кораблям в окрестностях Кантона и Гонконга. Но и вновь ни один британский корабль не получил серьезных подтверждений. Зато британцы решили отомстить и 30 мая начали атаковать город Гуанчжоу и взяли его. В конце концов оказалось, что в целом британцы полностью могут контролировать ситуацию. Британцы начали развивать свой успех. Чарльз Эллиот хотел закончить войну и восстановить нормальную торговлю между Британией и Китаем. Вокруг этого разворачивался спор. Некоторые британские лорды в парламенте говорили: нет, войну надо продолжать, потому что нам надо захватывать весь Китай и сделать Китай своей колонией. Чарльз Эллиот, наоборот, говорил: нам нужно торговать с Китаем, не нужно никакой войны. Старайтесь сделать так, чтобы наладить торговлю. Мы доказали китайцам свою силу. Хватит, мы не будем захватывать другую территорию. Вот эта тупиковая ситуация споров там, в Великобритании, продолжалась до июля 1941 года, пока Эллиот вдруг не узнал, что его решили сменить. Сменить в Китае. И новый суперинтендант торговли, сэр Генри Поттингер, в августе прибывает в Китай, и становится понятно, что Поттингер хочет настоящей войны. Британский флот покидает Гонконг, разворачивается в боевые порядки и решает атаковать теперь практически все острова и все территории по китайскому побережью, по югу Китая. Было уничтожено множество военных джонок, захвачено более 100 пушек.
Порт на реке Цзюлун на юге Китая был полностью захвачен. Там был построен новый британский флот, который сумел целиком блокировать эту реку. В октябре 1841 года британские войска захватывают порты Чжоушань и Нинбо. И там располагаются на зиму для пополнения запасов. В конце 1841 года китайский император наконец осознал, что получал отчеты о боевых действиях с британцами, которые были, мягко говоря, неправдоподобные. Ему все время докладывали, что китайские войска ведут прекрасные боевые действия, что побеждают британцев, и заморские дьяволы будут скоро полностью изгнаны с британской территории, с китайской территории. Оказалось, что это не так. Китайцы в пух и прах проигрывают британцам. И осознав масштабы угрозы, император приказал всем прибрежным городам готовиться к отражению британских атак. В марте 1942 года император приказывает своему брату, родственнику, принцу Идзину захватить город Нинбо на юге Китая, очень важный стратегический центр. Атака на британцев, которые тогда уже были в Нинбо, была проведена с большим мужеством и почти полным отсутствием успеха. Китайские войска понесли большие потери во время нескольких бесплодных лобовых атак. А британцы продолжали продвигаться дальше на юг Китая. Они захватывают порт за портом, городок за городком, сжигают постоянно китайские корабли и практически полностью уничтожают, в конце концов, китайский флот. В конце концов, в июле 1842 года начинается атака на еще один важный ключевой китайский порт – Динцзян. Китайские форты в этом порту были разрушены огнем военных кораблей, а затем был высажен британский десант. Город был взят штурмом. В ходе ожесточенных боев погибло всего лишь 30 британских солдат, потери китайцев измерялись сотнями. Стало понятно, что Китай полностью проиграл. Примерно через неделю британский флот прибывает в город Нанкин, их встречает делегация китайского императорского двора и предлагает заключить с британцами мирный договор. Страшное унижение для Китая. 5000 лет Китай был независим от любых западных влияний. Китайцы проигрывали много войн и монголам, и маньчжурам, и многим другим варварам. Но впервые в 1842 году Китай проигрывает теперь западным варварам. 29 августа 1842 года был подписан Нанкинский договор, официально завершивший Первую опиумную войну. По этому договору британцы получили остров Гонконг и компенсацию в $6 миллионов серебряных долларов за тот опиум, который был уничтожен в Кантоне. $3 миллиона в качестве компенсации за долги и еще $12 миллионов за расходы на войну. Однако самым большим выигрышем для британцев стали радикальные изменения, которые коснулись внешней торговли Китая. Теперь новые порты были открыты для иностранной торговли. Ни один иностранный корабль, не только британский, но в том числе и португальские, испанские, русские корабли могли приставать практически к любым портам в Китае, свободно торговать, устанавливать свои цены, и монополия нескольких китайских компаний на торговлю с иностранцами практически была уничтожена. Одна вещь, которая удивила британцев, и практически так же, как и китайских противников, это легкость, с которой британские войска одерживали победу практически во всех действиях в Первой опиумной войне. Почему так произошло? Главным фактором в этом было превосходство вооружений и тактики, которое использовалось иностранцами. Алексей Александрович, чуть-чуть небольшие проблемы с вами по связи. Обязательно продолжим, потому что это очень важный как раз момент, на который стоит обратить внимание. Это опиумные войны, это причины, это последствия, это ход, это события, это военный конфликт, который серьезно повлиял на развитие Китая. Алексей Александрович, прошу вас, давайте попробуем еще раз. Китайские пушки уступали по качеству тем, что стояли на британских военных кораблях.
И они были способны точно стрелять на гораздо меньшее расстояние, чем британские. Британские военные корабли были более маневренными, в том числе и знаменитый корабль «Немезис», которые могли идти даже против ветра. В общем, Китай проигрывал полностью. Хотя Китай очень гордился своими пушками, они в основном были эффективными на бумаге. И вот Китай запомнил это. Запомнил, что страна, которая значительно более развита в области экономики и торговли, а Китай был именно таким серьезно развитым государством, может проиграть из-за слабой военной силы. Потом Китай к этому неоднократно будет возвращаться уже в 20 и 21 веках. Но Первая опиумная война не стала окончанием конфликта. Вскоре начинается Вторая опиумная война. Теперь уже китайцы, подписав договор, отказываются выполнять очень многие свои обязательства. И британцы, а также уже присоединившиеся к ним французы и немцы, начинают требовать от Китая жесткого выполнения всех условий. Сначала делается новая военная экспедиция в Кантон, которая напоминает китайцам, у кого сила пушек. Кантон опять обстрелян. В 1844 году китайские власти подписывают с французами договор Вампо. Вампо – это небольшое место на юге Китая. И этот договор предоставлял французским торговцам практически те же самые привилегии, что и британцам. Договор не понравился британцам, которые полагали, что их военные успехи в борьбе с китайцами дают им статус наибольшего благоприятствования. И этот договор, по мнению британцев, был еще хуже, поскольку не гарантировал Британии ничего. Но тут китайцы подписывают договор и с Америкой, пытаясь, по сути дела, дать каждой сестре по серьгам, то есть взаимодействовать и с Америкой, и с Китаем, и с Францией, и с Великобританией. Более того, оба этих договора содержали пункты, которые позволяли перезаключать их через 12 лет. А вот в Нанкинском договоре такого не было. Британцы потребовали заключить новый договор. Китайцы при этом требовали прекратить все-таки опийную наркоманию, которая развивалась из-за того, что британцы продолжали торговать опиумом. И в конце концов, в 1856 году на юге Китая китайские войска захватывают в гавани Кантона торговое судно «Arrow» – «Стрела», шедшее под британским флагом, и арестовывают 12 членов его китайской команды по подозрению в пиратстве и по торговлю с опиумом. Британцы потребовали отдать обратно корабль, отпустить всех членов экипажа. Китайцы все равно их задерживают, и в конце концов британцы начинают новую атаку. Начинается Вторая опиумная война. Объединенные силы теперь и Британии, и Америки, и Франции подходят к Кантону. Силы насчитывают более 6 тысяч человек. И хотя войск оказалось мало, чтобы атаковать город с миллионным населением, все равно превосходство оружия доказало свою силу, и город пал. В Великобритании праздновали большую победу, считали, что это только начало и надо двигаться дальше. В конце концов, британские и французские войска теперь подходят уже к Пекину, и начинается атака на Пекин. Пекин падает под воздействием, под атаками иностранцев. В конце концов, начинается и сожжение Пекина, сожжение очень многих дворцов, которые находились под Пекином. Пекин пытался защищаться. Однако, разгромив защитников, англо-французская армия быстро начала подготовку к окончательному захвату Пекина. 8 октября китайцам пришлось открыть ворота. Они действительно боялись, что полностью будет сожжен Пекин. Но вместо этого лорд Элгин, который командовал британскими войсками, согласился вместо Пекина сжечь летний дворец императора Иха-Юань и старый летний дворец Юаньминь-Юань. Эти два дворца, которые сегодня восстановлены, представляют собой места огромной древности и гигантского архитектурного решения. Тем не менее, они были полностью разграблены и сожжены дотла
18 октября 1860 года. Китайцам пришлось ратифицировать новый договор, так называемый Тяньцзинский договор, который положил конец Второй опиумной войне. Все государства, которые так или иначе участвовали в этих событиях, в том числе и Россия, в 1860 году подписали Пекинское соглашение или так называемую Пекинскую конвенцию. Китай полностью утратил контроль над своей территорией, и хотя император оставался во главе Китая, тем не менее он не контролировал ни таможню, ни финансы, ни свою армию. Китай был полностью разгромлен и подчинен иностранцам. Это был страшный позор. Несмотря на растущее беспокойство в самой Великобритании по поводу морализаторства торговли опиумом, британцы продолжили торговать опиум еще в течение многих лет. Британский экспорт опиума из Индии в Китай окончательно прекратится только после падения правительства Цин в 1912 году. Император Сяньфэн, который старался противостоять британцам, умер в 1861 году. Все остальные императоры смирились с уничижительными событиями, которые разворачивались в тот момент в Китае. И, как сказал один из китайских ученых Фэн Гуйфэн, который работал как раз в XIX веке, они сделали правильные выводы. Мы должны учиться у варваров только одному – крепким кораблям и эффективным пушкам. Таким образом, Алексей Александрович, прошу прощения, время заканчивается. Спасибо вам огромное. Алексей Маслов.